Возможности человека очень велики. Вы не можете даже отдаленно представить себе, чего способен достичь человек. Однако во сне ничего достичь нельзя. В сознании спящего его иллюзии, его мечты смешаны с реальным. Он живет в субъективном мире и не способен покинуть его пределы. Именно в этом заключается причина, почему он не способен воспользоваться всеми силами, которыми владеет, почему всегда живет только в малой частице самого себя. Ранее было сказано, что самоизучение и самонаблюдение при их правильном проведении позволяют человеку понять, что в обычном состоянии в его машине и его функциях имеются какие-то неполадки. Человек понимает, что он живет и работает лишь в малой частице самого себя как раз по этой причине, и вот поэтому подавляющее большинство его возможностей остается нереализованным, а огромное количество сил неиспользованным. Человек чувствует, что не получает от жизни всего, что она может ему дать, что это не удается ему из-за определенных функциональных дефектов его воспринимающего аппарата. Идея самоизучения приобретает в его глазах новое значение. Он сознает, что, может быть, и не стоит изучать себя таким, каков он есть сейчас. Он видит каждую функцию такой, какой она является ныне и какой должна или могла была быть. Самонаблюдение приводит человека к пониманию необходимости изменить себя. Наблюдая себя, человек замечает, что самонаблюдение само по себе производит некоторые изменения в его внутренних процессах. Он начинает понимать, что самонаблюдение — это орудие изменения себя, средство пробуждения. Наблюдая себя, он как бы бросает луч света на свои внутренние процессы, которые до сих пор совершались в полной темноте, и под влиянием этого света процессы начинают меняться. Существует множество химических процессов, которые протекают лишь при отсутствии света. Точно так же протекают в темноте многие психические процессы. Даже слабого луча сознания достаточно, чтобы полностью изменить характер какого-то процесса, а многие из них прервать. Наши внутренние психические процессы, наша духовная алхимия имеет много общего с химическими процессами, характер которых может измениться под воздействием света, и эти психические процессы подвержены аналогичным законам. Но когда человек понимает свою беспомощность перед лицом Успенского, его отношение к себе и к Успенскому в нем перестает быть безразличным или равнодушным. Самонаблюдение становится наблюдением за Успенским. Человек понимает, что он — это не Успенский, что Успенский — всего лишь маска, которую он носит, роль, которую он бессознательно играет, и, к несчастью, не в силах перестать играть. Роль, которая управляет им и заставляет делать и говорить тысячи глупостей, тысячи вещей, которые сам он никогда бы не сказал и не сделал. Если он искренен с самим собой, он чувствует, что находится во власти Успенского, и в то же время чувствует, что он — это не Успенский. Он начинает бояться Успенского, воспринимать его своим врагом, ведь что бы он ни захотел сделать, все перехватывает и изменяет Успенский. Успенский — его враг, ибо желания, вкусы, симпатии, антипатии, мысли и мнения Успенского или противоположны его собственным мнениям, взглядам, чувствам и настроениям, или не имеют с ними ничего общего. И в то же время Успенский — это его господин, а он оказывается рабом Успенского. У него нет собственной воли. Он не имеет возможности выразить свои желания, так как все, что он хотел бы сделать или сказать, будет сделано за него Успенским. На этом уровне самонаблюдения человеку необходимо понять, что его цель заключается в освобождении от Успенского. И поскольку он не может освободиться от Успенского, ибо Успенский — это он и есть, постольку он должен подчинить себе Успенского и заставить его делать не то, что хочется в данный момент Успенскому, а то, что хочет делать он сам. Из господина Успенский должен стать слугой. Первая часть работы над собой заключается в том, чтобы отделить себя от Успенского, отделиться от него на самом деле, держаться от него в стороне. Но следует помнить о том, что все внимание должно быть направлено на Успенского, потому что человек не в состоянии объяснить, что же такое в действительности представляет собой он сам. Однако он может объяснить себе, что такое Успенский, и с этого ему следует начать, памятуя в то же время, что он не Успенский. Опаснее всего в данном случае полагаться на собственное суждение.
Если человеку повезет, рядом с ним может оказаться кто-то другой, кто сумеет сказать ему, где находится он и где Успенский. Но для этого он должен доверять этому человеку, потому что он, несомненно, станет думать, что разбирается во всем сам и знает, где он и где Успенский. И не только по отношению к себе, но и по отношению к другим он будет думать, что знает и видит их Успенских. Конечно, все это самообман. На этой стадии человек не может ничего видеть ни в себе, ни в других, и чем больше он убежден, что видит что-то, тем больше он заблуждается. Но если он способен хотя бы в малой степени быть откровенен с собой, если он на самом деле желает знать истину, тогда он может найти точное и безошибочное основание для того, чтобы правильно судить о себе, а затем и о других людях. Однако все дело упирается в то, чтобы стать искренним с собой, а это никоим образом нелегко. Люди не понимают, что искренности необходимо учиться. Они воображают, что искренность или неискренность зависит от их желания или решения. Но как человек может быть искренен с самим собой, если он вполне искренне не видит в себе того, что должен видеть? Кому-то нужно показать все это человеку, а отношение последнего к показывающему ему истину должно быть правильным, таким, что поможет увидеть показываемое, не помешает его увидеть, как это нередко бывает, когда мы думаем, что уже все знаем. Это очень серьезный момент в работе. Тот, кто в подобное мгновение потеряет направление, впоследствии никогда его не найдет. Нужно помнить, что человек, каков он есть, не располагает средств отличить «я» от Успенского внутри себя. Даже пытаясь это сделать, он будет лгать самому себе и сочинять всякий вздор, он никогда не увидит себя в истинном свете. Следует уяснить себе, что без помощи извне человек никогда не сумеет увидеть себя. Чтобы узнать, почему это так, вы должны припомнить многое из того, что было сказано раньше. Как говорилось выше, самонаблюдение приводит человека к пониманию того, что он не помнит себя. Неспособность человека вспомнить себя – одна из главных характерных черт его бытия и причина всех его прочих недостатков. Неспособность вспомнить себя проявляется во многом. Человек не помнит своих решений, не помнит те обещания, которые давал самому себе, не помнит того, что говорил и чувствовал месяц, неделю, день или даже час назад. Он начинает какую-либо работу, а немного спустя уже не помнит, зачем ее начал. В особенности часто это происходит в связи с работой над собой. Человек в состоянии вспомнить обещание, данное кому-то другому, только с помощью искусственных ассоциаций, которые в нем воспитаны, а они, в свою очередь, связаны с искусственно созданными понятиями очи, честности, долга. И, вообще говоря, можно утверждать, что если человек вспоминает одну вещь, он забывает 10 других, помнить которые ему гораздо важнее. И особенно легко человек забывает то, что относится к нему, все умственные фотографии самого себя, которые он, возможно, сделал раньше. А это лишает взглядов и мнений человека устойчивости и точности. Человек не помнит того, что думал и говорил, и он не помнит того, как он думал и говорил. Это, в свою очередь, связано с одной из особенностей отношения человека к себе и ко всему окружающему, а именно, он постоянно пребывает в состоянии отождествления. Отождествление – настолько общее качество, что при наблюдении его трудно отделить от всего остального. Человек постоянно пребывает в состоянии отождествления, только объект отождествления меняется. Человек отождествляет себя с какой-либо возникшей перед ним мелкой проблемой и совершенно забывает те большие цели, ради которых он начал работу. Он отождествляет себя с какой-либо одной мыслью и забывает все остальные мысли, с каким-либо одним чувством, с каким-либо одним настроением и забывает более широкие мысли, эмоции и настроения. Работая над собой, люди так сильно отождествляют себя с отдельными целями, что за деревьями не видят леса. 2-3 ближайших дерева составляют для них целый лес. Отождествление – один из самых опасных врагов, потому что оно проникает везде и обманывает человека в тот самый момент, когда ему кажется, что он борется с ним. Преодолеть отождествление очень трудно, потому что человек с большой легкостью отождествляется с тем, что его больше всего интересует, чему он отдает свое время, труд, внимание. Чтобы освободиться от отождествления, человек должен быть постоянно настроже и безмежалостен к себе, то есть не бояться увидеть все тонкие и скрытые формы, которые принимает отождествление.
Необходимо видеть в себе отождествление и изучить его до самых корней. Трудности борьбы с отождествлением усугубляются тем фактом, что, распознав его в себе, люди считают его положительной чертой и называют энтузиазмом, рвением, страстью, непосредственностью, вдохновением и тому подобное, полагая, что только в состоянии отождествления человек способен проделать по-настоящему хорошую работу в той или иной области. В действительности же это, конечно, иллюзия. Человек не может сделать ничего, требующего от него внимания и чуткости, когда он находится в состоянии отождествления. Если бы люди поняли, что значит состояние отождествления, они изменили бы свое мнение о нем. Человек превращается в предмет, в кусок плоти, лишает даже того малого сходства с человеческим созданием, каким обладает. На Востоке, где люди курят хашиш и другие наркотики, часто бывает, что человек настолько отождествляется со своей трубкой, что самого себя принимает за трубку. Это не шутка, это факт. Такой человек и впрямь становится трубкой. Это и есть отождествление. Посмотрите на людей в магазинах, театрах, ресторанах. Посмотрите, как они отождествляют себя со словами, когда о чем-то спорят или что-то доказывают, особенно то, чего сами не знают. Они превращаются в жадность, в желание, в слова. От них не остается ничего. Отождествление становится главной помехой вспоминания себя. Человек, отождествляя себя с чем-то, не способен вспоминать себя. Для того, чтобы вспоминать себя, необходимо не быть отождествленным. Но чтобы научиться не отождествлять себя, человек прежде всего должен не отождествлять себя с самим собой, не называть себя «я» всегда и во всех случаях. Он должен помнить, что в нем существуют двое – он сам, то есть «я», и кто-то другой, с которым ему нужно бороться и которого надо победить, если он желает чего-то добиться. Пока человек отождествлен или может быть отождествлен, он раб любой случайности. Свобода – это прежде всего свобода от отождествления. Кроме общих форм отождествления, следует обратить внимание на одну частную его разновидность, а именно на отождествление с людьми, которое принимает особую форму. Человек начинает считаться с другими. Есть несколько видов этого состояния. Чаще всего человек отождествляет себя в других людях с тем, что они о нем думают, с тем, как они к нему относятся, как с ним обращаются. Он всегда думает, что люди недооценивают его, недостаточно вежливы с ним и внимательны. Все это мучит его, вызывает раздумья и подозрения, на которые он растрачивает огромное количество энергии. В нем развивается недоверчивое и враждебное отношение к людям. Как такой-то взглянул на него, что такой-то думал о нем или сказал, все это приобретает для него огромное значение. Он считается не только с отдельными лицами, но и с обществом, с исторически сложившимися условиями. Все, что не нравится такому человеку, кажется ему несправедливым, незаконным, неверным, нелогичным. И отправной пункт для его суждения всегда тот, что эти вещи можно и нужно изменить. Несправедливость – одно из слов, за которыми очень часто прячется мнительность. Когда человек убедил себя, что он негодует по поводу какой-то несправедливости, тогда прекращение мнительности будет для него примирением с несправедливостью. Есть люди, способные считаться не только с несправедливостью или неумением других в должной мере оценить их, но и готовые, например, возмутиться из-за погоды. Смешно, но факт. Люди могут выражать негодование по поводу климата, жары, холода, снега, дождя, раздражаться из-за погоды, возмущаться, сердиться на нее. Человек способен принимать все со столь личной точки зрения, будто весь мир специально устроен для того, чтобы доставлять ему удовольствие, или наоборот, неудобства и неприятности. Все это и многое другое представляет собой одну из форм отождествления. Такое суждение целиком основано на требованиях. Человек внутренне требует, чтобы все видели, какая он замечательная личность, чтобы все постоянно выражали свое уважение, почтение и восхищение им, его умом, красотой, сообразительностью, остроумием, присутствием духа, оригинальностью и тому подобное.
Эти требования, в свою очередь, основываются на совершенно фантастическом представлении о себе, как это нередко бывает у людей с весьма скромной наружностью. Например, писатели, актеры, музыканты, художники и политические деятели почти все без исключения больные люди. От чего же они страдают? Прежде всего от необыкновенно высокого мнения о себе, затем от своих претензий, от мнительности, то есть от того, что они заранее готовы чувствовать себя оскорбленными недостатком понимания и недооценкой. Есть еще одна форма мнительности, которая лишает человека значительной энергии и которая проявляется в том, что человек полагает, что он недостаточно внимателен к кому-то другому, что это другое лицо оскорблено его недостаточным вниманием. И сам он начинает думать, что не заботится как следует о другом человеке, не обращает на него должного внимания, не уступает ему. Все это самая обычная слабость. Люди боятся друг друга, но это может завести чересчур далеко. Я встречал много подобных случаев. В конце концов, человек может утратить равновесие, если оно вообще у него имелось, и начать совершать самые бессмысленные действия. Он злится на себя, чувствует себя глупцом, но не может остановиться, хотя в этих случаях все дело как раз в том, чтобы не обращать внимания. То же самое, только, возможно, еще хуже, тогда, когда человек считает, что он обязан сделать нечто, тогда как фактически делать ему этого не нужно. Должен и не должен – довольно трудный предмет. Нелегко понять, когда человек действительно должен, а когда не должен. К этому можно подойти только с точки зрения цели. Когда у человека есть цель, он должен делать только то, что ведет к цели, и не должен делать ничего, что препятствует движению к ней. Как я уже сказал, люди часто думают, что если они станут бороться с мнительностью в себе, это сделает их неискренними, и это их страшит, ибо они полагают, что в этом случае они что-то потеряют, утратят часть самих себя. В данном случае происходит то же самое, что в случае борьбы с внешним выражением неприятных эмоций. Единственная разница в том, что в данном случае человек борется с внутренним выражением, возможно, тех же самых эмоций, которые ранее проявлялись вовне. Боязнь утратить искренность – это, конечно, самообман, одна из тех форм лжи, на которых основаны слабости людей. Человек не может не отождествлять себя, не может быть немнительным, он не в состоянии не выражать своих неприятных эмоций, просто потому что он слаб. Отождествление, мнительность, выражение неприятных эмоций – все это признаки его слабости, бессилия, неумения контролировать себя. Но не желая признаться себе в своей слабости, он называет ее искренностью или честностью и убеждает себя, что не хочет утратить искренность. На самом деле искренность и честность – нечто совершенно иное. То, что человек в этом случае называет искренностью, является всего-навсего нежеланием держать себя в руках. И в глубине души человек сознает это, но продолжает лгать себе, утверждая, что не хочет утратить искренность.